Всебелорусское собрание – высшее проявление народовластия. В последнее время, и особенно в связи с российско-украинской войной, можно наблюдать активные попытки манипуляций над общественным мнением Беларуси, которые проводят разнообразные политические силы и прежде всего госаппарат страны, с целью как консервации режима внутренней оккупации, так и предотвращения протестных настроений в обществе. Сегодня президент Беларуси назначил нового министра обороны, возглавил военное ведомство 47-летний Андрей Равков. В данном видеоролике вы увидите неполный список чиновников высшего военного политического руководства и силовых министерств Республики Беларусь, основными критериями которого во время создания были место рождения не на территории сегодняшней Беларуси и высшее военное образование, полученное в Российской Федерации. И сегодня же Александр Лукашенко назначил полковника Дмитрия Шахраева заместителем начальника службы безопасности президента Беларуси. Также в базе фигурируют чиновники, бывшие функционеры КГБ, Компартии и лица, которые имели отношение к финансовым и дипломатическим российско-белорусским кругам. Мы не даем какие-либо дефиниции перечисленным лицам. Они могут быть как агентами российского влияния, так и патриотами земли белорусской. Но нужно понимать, что агент российского влияния – это прежде всего должностное лицо, чиновник, который систематически и целенаправленно совершает деятельность в осуществлении целей и задач Российской Федерации. В открытом доступе полностью отсутствуют их биографические сведения, а структуры, в которых они работают, закрыты для общественного контроля, и о их деятельности, целях и задачах остается только догадываться. Например, можно предположить, что лица из руководящего состава Государственного пограничного комитета Республики Беларусь после их анализа имели и вполне возможно имеют непосредственные связи с ФСБ России. Также стоит отметить, что люди, находящиеся на ключевых должностях в МВД, не являются белорусами. Делаем вывод о том, что в высшем военно-политическом руководстве фатально не хватает уроженцев Беларуси. А те единицы, которые есть, практически все прошли через идеологический учебный аппарат Российской Федерации. В итоге получаем очень много признаков того, что в Беларуси имеется колониальная внешняя система управления. Белорусские вооруженные силы интегрированы в региональную белорусско-российскую группировку войск. Регулярно проводятся совместные военные учения и осуществляется боевое слаживание боеспособных российских и белорусских подразделений. Основные группы российских сил вторжения, которые принимали участие в оккупации части Грузии и Украины, принимают даже участие в военных парадах в Минске. Кроме этого, в феврале этого года союзнические обязательства Беларуси с Россией были подкреплены новой редакцией закона о военном положении, в котором агрессия против членов ОКДБ определяется как нападение на Беларусь. И буквально совсем недавно, 8 сентября, на встрече Евразийского межправительственного совета в Гродно премьерские чины России и Беларуси обсуждали создание полноценной российской авиабазы на территории Беларуси, с которой вполне возможно проведение боевых действий как против Украины, так и балтийских государств. Именно по данной причине существует вероятная угроза использования территории Беларуси как плацдарма для возможного наступления на Киев и отсечения территории Западной Украины. В свете тесных братских отношений поміж нашими народами. Поэтому украинские вооруженные силы вынуждены держать у границ Белоруссию и на западе страны существенную военную группировку, не задействуя ее в зоне проведения АТО и на охране границ с оккупированным Крымом и Приднестровьем. Уважаемые делегаты, дорогие друзья, хочу от имени белорусского народа. Эта информация призвана помочь противодействовать манипуляционным технологиям и спекуляциям в отношении той роли, которую играет высшее руководство Беларуси в определении внешней и внутренней политики. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте.